Всем привет, друзья! Сегодня я хочу вам отдельно показать и рассказать про одну очень колоритную и очень аутентичную местную достопримечательность – про ланкийские кафе. Те самые, которые содержатся местными специально для местных, и где вы сможете поесть именно ту пищу, которую ланкийцы привыкли употреблять ежедневно. Я расскажу вам о том, что тут можно попробовать, что будет не острым, а что будет слишком острым для туриста. Потому что, собственно, Шри-Ланка знаменита тем, что перец чили тут самый главный ингредиент любого блюда. Заходя в местные кафе последние пару месяцев, каждый раз, когда я замечала какие-то интересные моменты, я каждый раз старалась их запечатлеть на камеру. И в итоге насобирала небольшую коллекцию из таких вот моментов, посмотрела на них и поняла, что будет интересно сделать из этого всего целый отдельный выпуск. Итак, наша первая с вами остановка – это вот такой вот роскошный, я бы сказала бы, по местным меркам ресторан, где, видимо, хозяин живет вместе со своей семьей. Выглядит действительно гораздо лучше, чем обычно местные кафе. Но это такой ресторан с роскошным видом на океан, который больше адаптирован для туристов, где предлагается как местная кухня, так и еще блюда европейские. И всегда, на что я хотела обратить внимание, всегда в ланкийских кафе у входа обязательно стоит рукомойник, где в первую очередь вы обязательно должны помыть руки, потому что ланкийцы едят руками. Сейчас вот мы с вами наблюдаем, как готовят рис, fried rice, жареный рис и самые разные другие блюда в ланкийском кафе. Вот это больше похоже на то, что обычно подразумевается под словом ланкийское кафе. И вот мы взяли еду домой на вынос в Замзам Hotel, это Велигама. Вот сейчас я вам покажу, как же выглядит то, что ты там заказываешь. Забавный факт, что местные очень любят называть их кафе «хотел», «отель», хотя к отелю это никакого отношения не имеет, это просто кафе. И вот нам упаковали, обычно упаковывают вот таких вот полиэтиленовых листах, мы заказали бирияни. Бирияни это местный плов, который подается вот таким образом, с курицей, с разными овощами, с яйцом и с желтым рисом с куркумой. Довольно вкусная еда, но довольно острая. Поэтому для туристов, которые не привыкли к острой пище, я не рекомендую. Те, кто уже адаптирован к острой пище, конечно, это очень интересно попробовать, потому что это очень аутентичное ланкийское блюдо. Может быть, в некоторых местах можно попросить не острым, но обычно даже в местных кафе, когда просишь не остро, это невозможно сделать не остро, потому что это уже все заготовлено, промариновано в острых приправах. Что касается цены, такая порция стоит 200-250 рупий где-то. Порция огромная, это на одного человека, но по сути дела ее можно свободно брать на двоих. Это традиционная щедрая ланкийская порция. А 200-250 рупий в долларах это где-то $1, либо чуть-чуть больше. В гривнах это 30-35 гривен. Только представьте себе, за 35 гривен вы можете взять двойную порцию. То есть либо на двоих, либо просто взять, съесть половину и потом на следующий день еще вторую половину. И это будет полноценный обед с овощами и курицей. Ну а что бы я вам посоветовала попробовать, то, что будет не острым, это жареный рис, fried rice, попросить no spicy, не острый, и его действительно вам приготовят не острым, и это будет действительно очень вкусно. С овощами, либо с курицей, либо с яйцом, в общем, очень рекомендую. И вот еще раз хотела обратить ваше внимание на то, что местные едят руками. И сначала это может показаться очень диким. Лично я думала именно так, когда я увидела это впервые. Позже я оказалась в такой ситуации, когда мне надо было поесть, а рядом не было ни вилок, ни ложек. И меня угостили едой.
И ее, к сожалению, надо было покушать только руками, и все тут. Мне показали, как это. Я поела, я попробовала, и я поняла, в чем секрет. Дело в том, что местные едят не просто так, руками. Это гораздо вкуснее. Это совсем другой вкус. Дело в том, что местные едят в основном рис и карри, и эта еда обладает таким свойством, тем, что рис, он должен хорошо пропитаться карри. И кушая вилкой, это просто невозможно, либо ложкой, это просто невозможно так перемешать ингредиенты. И обычно подается несколько видов карри. То есть ты берешь руками и как бы слепливаешь рис вместе и пропитываешь его соком карри, и каждый раз, то есть каждый новый кусочек ты можешь смешивать по-разному. И каждый раз это будет новый оттенок вкуса. И действительно, потом, когда я ем обычно вот вилкой, вкус действительно совсем другой. У меня не всегда есть настроение кушать руками, но иногда я действительно ем именно так, чтобы просто почувствовать этот вкус. Разница действительно большая. И, в общем-то, в связи с этим иногда в кафе вы можете заметить на столе отдельно стоящий вот такой вот кувшин с водой и миской, специально для того, чтобы вы могли обмыть руки во время еды. И еще забавный момент — это то, что для местных кафе дорого иметь настоящие бумажные салфетки. Поэтому вместо этого они нарезают крафт-бумагу, либо же, вот как в этом кафе мы обнаружили, нарезанные газеты, что выглядит довольно забавно, для того, чтобы использовать вот вместо салфеток вытирать руки. Итак, показываю, что мы заказали в этот раз. Это egg-roti, то есть местные лепешки с яйцом внутри и политые грейви, такой вот подливой. Это как раз то, что тоже будет не острым, потому что это, по сути дела, просто мука и яйцо внутри. Поэтому очень советую попробовать. Подлива может быть островата, поэтому это по вашему желанию. Можно с ней, можно без ней покушать. В общем, тоже очень национальное блюдо, которое ланкийцы любят кушать на завтрак. Вот, советую этим позавтракать. А это я наблюдаю, как ланкиец готовит самоса, местные пирожки. Вот они как раз будут очень острые, поэтому с ними лучше поосторожнее. А это то, как выглядят те самые egg-roti, которые мы ели, просто там они были порезаны и с подливой. Можно вот кушать и таким образом, в таком виде. А сейчас мы с вами на рынке, и на рынке тут готовят egg hoppers. То есть это такие ланкийские, можно сказать, блины с яйцом. Это как раз тоже то, что не острое, то, что можно попробовать, и это очень такое аутентичное, настоящее ланкийское блюдо. Очень часто их готовят днем, либо же вечером. По вечерам на улице можно увидеть egg hoppers. По утрам очень редко по какой-то причине их можно найти. Вот таким образом это все готовится на таких специальной формы кастрюльках, если можно их так назвать. Вот. И потом внутрь заливается яйцо. Как по мне, egg hoppers — это самое вкусное в ланкийской кухне. Я их действительно очень сильно люблю, просто обожаю. Их можно брать и пустыми, и потом внутрь просто положить какие-то овощи, либо кокосовый самбол из местной кухни. В общем, можно придумать, с чем сочетать. В общем, очень вкусная вещь. И следующее на очереди блюдо, о котором я вам хотела рассказать, это котту. Котту-роти, тоже местное блюдо, которое можно попросить не острым, и оно будет не острым. Это, по сути дела, тот же роти, те же лепешки, просто приготовленные с овощами и курицей по другому рецепту, так мелко порезанными. А вот это я уже в Коломбо, и вот утром, проголодавшись, решила взять снова таким egg-roti, и вот мне сейчас готовят. Вот роти — это, собственно, вот это тесто, и внутрь они положили яйцо. В общем-то, вот так это и готовится.
Интересный момент, что ланкийцы ходят в кафе практически каждый день и питаются там на завтрак, обед и ужин. А причина этому потому, что ланкийские блюда очень время и энергозатратные. И поэтому, устав на работе, ланкийцы предпочитают прийти в кафе, покушать там, либо взять еду на вынос, чтобы дома покушать всей семьей. По цене это довольно доступно для любого, в принципе, среднестатистического ланкийца, не богатого. И это действительно гораздо удобнее. В общем-то, это все, что я хотела рассказать, самое главное про ланкийские кафе. Спасибо за просмотр, за ваше время и увидимся в следующем видео. Пока-пока!